Вы на канале «Это вкусно». Сегодня готовим быстрый, простой и вкусный пирог из лаваша с творогом и зеленью. Это отличный вариант для тех, кто не любит возиться с тестом, или для тех, у кого просто нет времени готовить тесто. Недорогое блюдо на скорую руку. И, кстати, его можно испечь и в мультиварке. Давайте готовить, и вы сами в этом убедитесь. Приготовим начинку, и для нее мне понадобится 700 граммов творога, 100 граммов зеленого лука, соль и черный перец. Творог подойдет любой жирности, я его не отжимаю и не перетираю. Именно с зеленым луком этот пирог мне нравится больше всего, но можно добавлять и другую зелень. Нарезаю мелко зеленый лук. Отправляю лук к творогу. Добавляю соль. Я кладу примерно чайную ложку без горки, но это дело вкуса. Соль должна чувствоваться, но не пересолите. Немного свежемолотого черного перца. И хорошо все перемешаю. Все, начинка готова. Теперь пирог. Мне понадобится 2 лаваша, 2 яйца, 400 мл кефира, соль и черный перец. Приготовим заливку. Смешиваю кефир и яйца. Вместо кефира можно взять сметану, простоквашу или йогурт. Размешиваю венчиком, чтобы все объединилось. Взбивать ничего не нужно. Немного подсаливаю и добавляю свежемолотый перец. Заливка тоже готова. Если вы не любите возиться с тестом, но любите вкусную выпечку, то у меня на канале есть рецепт очень вкусного турецкого бюрека из готового теста фила. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Можно приступать к сборке пирога. Я его буду выпекать вот в такой керамической форме. Ее размеры 18 на 30 сантиметров. Застилаю ее пергаментом, чтобы потом легко достать пирог из формы. Вместо коржей у меня лаваш. Беру один лист, он у меня большой, поэтому я примерно отрезаю по размеру формы. Делать это удобно ножницами. Ничего вымерять не нужно. Даже если у вас нет целого листа лаваша, вы можете собрать коржи из кусочков. Распределяю лаваш по форме. Добавляю 2-3 ложки заливки, чтобы корж не получился сухим. И выкладываю половину начинки. Разравниваю. Края, которые у меня остались, я тоже нарежу ножницами. Произвольного размера. Если вам лень нарезать, то можно просто порвать руками. Отправляю эти кусочки прямо в заливку, а затем достаю щипцами и раскладываю на первый слой начинки. Ничего не равняю, не считаю слои. Где-то 2 слоя, где-то 3 слоя. Главное закрыть всю начинку несколькими слоями лаваша, чтобы получился корж. Отрезаю от второго листа лаваша края и добавляю еще слои. Если у вас остались кусочки лаваша, которые подсохли и ломаются, то пустите их в пирог. Выкладываю вторую часть начинки и распределяю.
Верх тоже можно накрыть кусочками, но я оставлю кусочек лаваша по размеру формы и накрою верх этим листом. Остальное нарезаю, смачиваю в заливке и также распределяю. Заворачиваю края. Сверху накрываю целым листом и подворачиваю его. Заливаю пирог оставшейся заливкой. У меня на канале есть еще один рецепт очень вкусного пирога с тыквой из готового теста фила. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Отправляю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 50-60 минут. Если верх начнет зажариваться, то можно его накрыть пергаментом. Мой пирог готов. Посмотрите, он даже немного поднялся в духовке. Дам ему постоять в форме минут 5-7. Затем достану из формы и переложу на решетку, чтобы он немного остыл. Он одинаково вкусный как в теплом, так и в холодном виде. Прошло минут 30, сейчас я его нарежу. Вот что получилось. Сочный, нежный, вкусный и совсем не сложный. Мои любимые рецепты несладкой выпечки смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!